Всем привет! Сегодня приготовим оладьи с зеленым луком на кефире. Блюдо бюджетное и очень вкусное. Готовится просто. Берем большой пучок зеленого лука и нарезаем его ножом. Понадобится примерно 300 грамм зеленого лука. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем примерно пол чайной ложки соли и перчим черным молотым перцем. Все взбиваем венчиком. Сюда же наливаем 500 мл теплого кефира. Перемешиваем венчиком. Насыпаем примерно третью часть чайной ложки соды. Опять перемешиваем. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Мне для замеса понадобилось примерно 400 грамм муки. По консистенции тесто должно получиться не жидким, оно должно медленно стекать с венчика или ложки. В самом конце в тесто добавляем нарезанный зеленый лук. Все перемешиваем. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем оладьи. Одна оладья – это примерно 1 столовая ложка теста. Жарим на среднем огне до румяности сначала с одной стороны, затем переворачиваем на другую сторону. Жарим до готовности. Готовые оладьи снимаем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Из этого количества теста у меня получилось 4 вот таких сковороды оладий. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра. Готовое блюдо подаем на стол. Оладьи с зеленым луком получились очень вкусными и румяными. Готовятся из самых простых продуктов. Подавать их можно со сметаной или йогуртом. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Также у меня на канале есть и другие легкие рецепты на сковороде. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим очень вкусное и бюджетное блюдо из капусты. Все готовится максимально просто. Берем капусту и шинкуем ее ножом. Всего понадобится примерно 350-400 грамм белокочанной капусты. Капусту немного солим. Обминаем ее руками. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. На сковороду наливаем растительное масло. Кладем подготовленный лук. Пассируем лук до золотистости. Сюда же к луку насыпаем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. Добавляем нашинкованную капусту. Обжариваем овощи еще примерно 2-3 минуты на среднем огне. Периодически перемешиваем. Добавляем черный молотый перец. Все перемешиваем. Сковороду накрываем крышкой и тушим овощи на маленьком огне примерно 10-15 минут. Готовую капусту снимаем с огня и даем немного остыть. Готовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем пол чайной ложки соли. Все взбиваем венчиком. Берем 400 мл кефира любой жирности и насыпаем в него пол чайной ложки соды. Хорошо перемешиваем. Кефир наливаем в миску к яйцам. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем муку. Замешиваем тесто венчиком. Понадобится примерно 350 грамм муки. Муку всю сразу не насыпайте, смотрите по консистенции теста. Оно должно быть не жидким.
приготовленное тесто выкладываем уже немного остывшую тушеную капусту. Все перемешиваем. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Ложкой выкладываем тесто на сковороду. Обжариваем оладьи сначала с одной стороны до румяной корочки. Когда капустные оладьи поджарились, переворачиваем их на другую сторону. Жарим с другой стороны до готовности. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Таким методом готовим все оладьи. Оладьи с капустой получились очень вкусными и сытными. Готовятся несложно из самых доступных продуктов. Их можно подавать самостоятельно или со сметаной. И последней приготовим лепешку с овощами, очень вкусную и ароматную. Готовить ее лучше всего летом и осенью, в сезон овощей. Такая лепешка прекрасно может заменить пиццу. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Немного их взбиваем. Сюда же наливаем 300 мл теплого молока и 300 мл воды. Насыпаем 1 чайную ложку соли и 2 чайных ложки сахара. Крошим 25 грамм прессованных дрожжей. Прессованные дрожжи можно заменить сухими, их понадобится 9 грамм. Все перемешиваем до растворения всех ингредиентов. Сюда же в миску насыпаем примерно 400 грамм муки. Сначала высыпаем половину и перемешиваем. Когда все перемешалось, добавляем вторую половину муки. Перемешиваем тесто до однородности, чтобы не было комочков. Миску с тестом накрываем крышкой и оставляем подходить при комнатной температуре примерно на 30 минут. Пока готовится тесто, подготовим овощи. 1 кабачок среднего размера разрезаем вдоль на 2 части. Затем каждую половинку кабачка разрезаем еще раз вдоль пополам и нарезаем четвертинками. Всего понадобится 450 грамм кабачка или цукини. Нарезанный кабачок солим примерно 1 чайной ложкой соли и перемешиваем. Оставляем, чтобы он пустил сок. 1 красный сладкий перец разрезаем пополам и нарезаем небольшими кусочками. Так как у меня перец большой, я нарезала только половину перца. Пучок зеленого лука мелко нарезаем ножом. Понадобится примерно 100 грамм лука. Зеленый лук можно заменить 1 большой головкой репчатого лука. Пучок петрушки тоже измельчаем ножом. 1 картофелину трем на крупной терке. Тесто уже поднялось. В него добавляем 120 грамм творога. Насыпаем тертую картошку. Измельченный лук. Подготовленный перец и петрушку. Все перемешиваем. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их руками от жидкости и кладем в миску с тестом. Все перемешиваем. Тесто готово. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто с овощами и равномерно его распределяем по сковороде.
На одну лепешку понадобится примерно 2 половника теста. Готовим лепешки на огне чуть меньше среднего. Когда одна сторона приготовилась, переворачиваем лепешку на другую сторону и жарим до готовности. Готовую лепешку снимаем с огня. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 6 лепешек на сковороде диаметром 26 см. Готовим соус. 1 маленький огурец трем на мелкой терке. Небольшой пучок укропа измельчаем ножом. Берем 100 мл сметаны или несладкого густого йогурта. Добавляем измельченный укроп, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и немного солим. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс и кладем тертый огурец. Все перемешиваем, соус готов. Жареные лепешки с овощами подаем вместе с приготовленным соусом. Лепешки с овощами получились очень вкусными и сытными. Особенный вкус им придают овощи. Готовятся такие лепешки несложно, и они прекрасно подходят для обеда или ужина.